Всем салют! Наступила середина сезона и самое время выпускать пачку видео, в которых мы будем подводить промежуточные итоги по самым интересным командам. Несколько таких видео уже выходило про Виннипег и Ванкувер. Ссылка будет в правом верхнем углу в подсказке и в описании к этому видео. Сегодняшняя команда, в отличие от двух предыдущих, будет относиться к категории разочарований первой половины сезона. Это Minnesota Wild. Прямо сейчас мы рассмотрим, какие ожидания строили боссы клуба, их болельщики и аналитики перед началом сезона. Какие ошибки были совершены в летнее трансферное окно, что пошло не так у Миннесоты уже в процессе сезона и можно ли это исправить. На все эти вопросы и не только мы ответим в сегодняшнем видео, но перед этим попрошу вас подписаться на канал и поставить лайк в поддержку моего канала и роликов на подобную тематику. Спасибо. А теперь начинаем. Для начала предлагаю вспомнить прошлый сезон и разобраться, что ждали обычные зрители, то есть вы и я, и что ждали топовые зарубежные аналитики. В прошлом сезоне Миннесота забрала уверенно третье место в центральном дивизионе, причем до первой строчки ей было даже ближе, чем до четвертой, а это говорит о многом. Команда была крепкая и мощная, подающая надежды. Я лично ждал, что команда получит точечное усиление летом и станет только сильнее. Если в моем мнении еще можно было сомневаться, то я посмотрел прогнозы топовых зарубежных аналитиков, и лишь 2 из более чем 10 не поставили Миннесоту в зону плей-офф в текущем сезоне. Окей, все верили, что будет рост или по крайней мере стагнация в сравнении с прошлым сезоном. Но что мы получили? Сейчас у Миннесоты 42 очка, у Далласа 55, а это именно тот клуб, что располагается на третьем месте в центральном дивизионе. С чем же это связано? Может, травмы или неграмотная трансферная политика, ошибки руководства? Список ушедших из клуба смотрится пугающе, но абсолютное большинство из них пришли в Wild на прошлогоднем дедлайне. Потерей чисто по именам является Мэтт Дамбо, но человек, который в свое время выступал ментором новичка Капризова, резко деградировал. Но заменить его есть кем. Первый раундник Стил казался вариантом дешевого центра для игры с тем же Капризовым, но даже в сочетании с главной звездой команды он не показывал почти ничего. Существенный трансфер на вход у клуба всего один, да и то Патрик Марун фактически заменяет ушедшего Ривза. Денег у клуба настолько не хватает, что даже небольшой контракт Маруна пришлось брать с удержанием зарплаты Тампой. Спасибо хвостам контрактов Паризе и Сутра. Для Миннесоты это праздник, который всегда с тобой. Вот одна из цитат перед стартом сезона. Я думаю, что Пэй действительно знает, как встряхнуть парней и настроить их на бой. Думаю, что это мог быть элемент, которого нам не хватало в прошлом году. Трудно понять, как это сделать, если вы не выигрывали Кубок Стэнли, а он это делал. Я с нетерпением жду, когда он начнет взаимодействовать с игроками нашей команды, и мы увидим, что он привнесет. Он мне нравится, потому что он говорит то, что думает. Этот парень может встряхнуть некоторых игроков. Это нормально и это то, что нам нужно. 35-летний Марун – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе Сент-Луис и Тампы. Сент-Луис это 2019 год, а Тампа 2020-2021. Раз летом все было в порядке, трансферы уж точно не ослабили команду. Получается, проблемы связаны именно с текущим сезоном. Что тогда это, травмы, лидеры подводят или вообще это вселенский заговор? Травмы действительно беспокоят Миннесоту на протяжении всего сезона. По месяцу пропустил Цуккарелло и Хардман, 1,5 месяца Бролин, Болдинг, Утро, а Спержин вообще порядка 2,5 месяцев. Очень тяжелая ситуация у Wild. Не сказать, что у других команд нет травм, но у Миннесоты довольно уникальный случай. Теперь предлагаю сравнить количество набранных очков лидерами в прошлом и текущем сезоне. Отбросив все мысли там о травмах, кто сколько их получал, это нам сейчас не важно. Здесь только чистые факты. Вратарская линия. Флюри и Густавсон. В прошлом году одна из самых уверенных, стабильных вратарских бригад. В этом сезоне это лишь тень их самих же. Бывают, да, яркие всплески в отдельно взятых играх, но на дистанции пацаны не радуют. Густавсон провел 23 матча, пропускает он больше 3 шайб за игру, а отражает меньше, чем 90% бросков. У Цветочка очень похожая и такая же нерадужная статистика. Это 22 матча, также меньше 90% отражаемых бросков и 2,97 шайбы за игру.
В матче против Далласа тренер Миннесоты решил проучить своих опытных киперов, предоставив возможность дебютировать молодому и перспективному Есперу Уолстеду. Но, к сожалению, матч он провалил. Пропустил целых 7 шайб. Я даже не знаю, когда он в следующий раз в форме Миннесоты появится на льду. Да и смысла сейчас в этом особого нет, если нет цели окончательно сломать психику парню. Пацанов, которые успешно заиграли в НХЛ в 21 год, в рамке ворот можно пересчитать по пальцам фрезеровщика. Защитная линия. В защите можно выделить две фамилии. Это Брок Файбер, светлое пятнышко, и не то что в обороне Миннесоты, а во всей команде. Это 43 матча, 21 очко. У него также неплохие показатели в защите для дебютного сезона. Его показатель полезности плюс 4. Он один из 2-3 претендентов на Колдер Трофи лично для меня. Кто первые два? Это Дмитрий Воронков и Конор Бедард. Выбор Файбера под общим 45-м номером на драфте 2020 года – это маленькая, да нет, даже большая победа для руководства Миннесоты. Второй игрок Джаред Спержен. Мы ранее упоминали, что он 2 с лишним месяца провел на травме. Поэтому прошлогодний лидер не добрал очков и где-то не хватало стабильности в обороне. Общий уровень всей команды, естественно, тоже просел. У Джареда сейчас 16 игр, он не забил ни одной шайбы, отдал лишь 5 голевых передач. Статистика на вашем экране. Теперь кратко по нападающему. Это Фредерик Годро. 2 сезона подряд за Миннесоту парень шел по графику 0,5 очка за игру. Забивал больше 15 шайб, в центре третьего звена смотрелся достаточно уверенно. Но в этом сезоне что-то поменялось. У Годро всего 3 шайбы в 33 матчах. Это, вы сами понимаете, супер плохой показатель. Из молодых хотелось бы выделить Мэтью Болди. Он отлично влился в команду. В 22 года проводит уже 3-й полноценный сезон в НХЛ. Играет он в первом звене и своими результативными действиями заслужил таких напарников, как Цуккарелло и Капризов. У Мэтью 15 шайб и 13 голевых передач в 36 матчах. Да, на 3-й сезон 12 номера драфта 2019 года, возможно, ждали большего. Но, как говорится, ваши ожидания – это ваши проблемы. По мне он отлично смотрится, во всяком случае, смотря хайлайты с ним и читая Болди прессу. Остальные, кого я не назвал, у них либо уважительная причина – это травмы, мы поговорили о них ранее, либо они идут на уровне своих ожиданий, то есть там ничего интересного нет. Что получается? За последние 10 матчей Миннесота победила лишь дважды. Если успех в овертайме над Коламбусом не вызывает удивления, то победа 16 числа над Айлендерс со счетом 5-0 это что-то прям вау. 2 днями ранее, к примеру, они проиграли Аризоне 0-6. Кто-то скажет, что победа над островитянами это предвестник триумфального возвращения Миннесоты, ведь борьба за плей-офф еще не окончена, плюс вернулся Капризов, многолетний лидер Вайлд. А до заветной 8 осталось лишь 8 очков, плюс там игра в запасе. Честно, есть даже у меня уверенность, что Миннесота до последнего матча сезона будет ожесточенно вести борьбу за плей-офф. Травмы потихоньку отпускает, лидеры возвращаются, молодежь добавляет. Единственный вопрос, меня не отпускает, он касается исключительно вратарской бригады. Нужно, чтобы хоть один из стражей ворот набрал форму, тогда шансы точно будут высоки. Возможно, Wild смогут заскочить в последний вагон, все же на западе не такая большая конкуренция, как на том же востоке. Всех болельщиков Миннесоты я призываю к еще более массивной поддержке команды. Спасибо вам за просмотр. Прошу не забывать поставить лайк и подписаться на канал. Всем больше хоккея.